Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в новом году тоже следите за нашими встречами по пятницам. Со Снежаной Егоровой она на связи. Снежана, приветствую вас с Новым годом! Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья! С Новым годом, с Рождеством Христовым, со всеми наступающими праздниками. Еще водохреща у нас будет. Если будет, мы не уверены в этом на сегодняшний день. Ой, сейчас шутят по поводу крещения, о том, что все же верят, что там вода, небо открывается, приобретает. А если календарь перенести, тоже как бы это чудо происходит. Тоже, ну, много шуток по этому поводу в соцсетях. Но, знаете... Вы не помните эти прекрасные шутки? Я календарь переверну, и снова 3 сентября, и снова 3 сентября, и снова. Как говорится. Вы знаете, тут принято, наверное, приветствовать бурное начало года, безусловно, да, и давайте его обсудим. Но тут можно говорить уже с Новым годом, с новым орешником. Ударили прошлой ночью по Украине, ударили по Львовской области, ударили по газохранилищу. Садовой всех успокаивает, говорит: смотрите, смотрите, это там превентивно чего-то выключили, несколько сел, не переживайте. По последствиях не говорят, но уже бьют, скажем так, в колокола, что в принципе и свойственно, и ожидаемо, собираются в бес. И, ну, вот как бы параллельно с этим ударом был налет на Киев, повредили посольство Катара, представляете? И Зеленский лично говорит: разберитесь уже с этими россиянами. Короче, опять зовет Америку, в общем-то, в этом качнувшемся маятнике встать на свою сторону, мол, смотрите, какой тяжелый удар. Хотя, если честно, вот все-таки послевкусие вот этого применения орешника по каким-то целям, и не сообщают о повреждениях пока точно, да, может, к моменту выхода нашего интервью люди будут знать больше информации, но, знаете, как-то вот все равно какая-то странная реакция общества. Пишут люди: вот, без боевой части, вот, это слабость Путина, вот, мол. Министерство обороны Российской Федерации написали, что это как бы ответ за удары на резиденцию, вот такой, асимметричный. Проблемы уже возникают с газом во Львовской области, как будет дальше, непонятно. И как его оценить, да? Как новый этап войны, вот это второе применение орешника. Какие мысли по этому поводу? И вы человек, который постоянно говорил и в прошлом году об эскалации. Кажется, мы подошли и переступили очередной болевой порог. Но вы понимаете, относительно того, какие цели были поражены, конечно, не хотелось бы в ближайшем обозримом будущем узнать о том, что, например, было разрушено самое крупное газохранилище в Европе, естественное. Вы же знаете, да, что там, скажем так, такие шахты естественные, то есть его воссоздать, по сути, невозможно. А с теми техническими средствами и специалистами, которые в Украине остались, это нереально. То есть Украина падает на дно цивилизации. То есть вот та цивилизация высшая, которая еще недавно была нашей реальностью, когда был свет, интернет, троллейбусы, трамваи ездили, бензин можно было купить запросто, дети в школу ходили под мирным небом, книжки получали, читать умели. Вот это все сейчас декоммунизируется, и в результатах этого процесса декоммунизации Украина падает в 16 век. То есть мы очень часто, и ваши эксперты тоже говорили про 17, но мне кажется, мы еще на 100 лет ниже упадем. И, в принципе, конечно, я честно вам хочу сказать, Александр, я испытываю чувство глубокой скорби относительно того, насколько вообще с ума сошли еще недавно образованные люди, остатки роскоши советской системы образования, гуманности какой-то и вообще, то есть это, естественно, процесс не хаотичный, он не сам по себе происходит, это процесс контролируемый, и людей осознанно сводят с ума. Вы понимаете, конечно, можно говорить о том, какая гуманитарная катастрофа сейчас развернется, но нужно говорить о том, что она осознанно вот создается, эта гуманитарная катастрофа.
То есть именно сейчас, когда максимальные температуры высокие в плане или низкие, наоборот, ну то есть когда морозы максимальные, сейчас выбивается инфраструктура, то есть энергоснабжение, газоснабжение. Мы знаем прекрасно, нет газа, нет света, и люди оказываются, как говорится, в холодном мешке смерти. Но при этом это старики, женщины, детские сады, если они еще существуют. Я не знаю вообще, люди еще водят своих детей куда-то, они на какую-то работу еще ходят. То есть получается, что уже никто ни на какую работу не ходит, никуда своих детей не водят. Люди начинают выживать. И, естественно, в процессе этого выживания никаких гуманных мыслей и чувств по отношению к нашим соседям они не испытывают. Более того, мы знаем прекрасно, что удар по Западной Украине, он будет, как говорится, иметь определенное эхо, потому что большинство граждан этой Западной Украины уже давно плотно сидят на социале в Европе, повывозили туда своих родственников, семьи и прочее, сами посоздавали там уже какие-то семьи. И, значит, они там сейчас начнут вайдотить во все своє воронье горло, які, значить, жахливі росіянці, ці москалі прокляті, ось подивіться, що вони наробили. Сейчас быстренько туда будут десантированы или там уже находятся на месте группы журналистов, которые будут укрупнять все эти трагедии. То есть мы сейчас будем видеть, например, замерзших стариков, которые умерли в своих домах от холода, или детей, которые умирают там от воспаления легких, у них нет вообще ничего, и женщин одиноких, которые будут кричать, що ж ви наробили, і як же ж нам далі жити, подивіться на цих росіянців. И, конечно же, добрейшие европейские господа будут показывать это все, эту гуманитарную катастрофу, точно так же, как это было с Бучей, вы помните прекрасно, это был ядерный взрыв в информационном пространстве, и это будет очередной ядерный взрыв в информационном пространстве. С учетом того, что мнение русских журналистов там или русских вообще как таковых средств массовой информации никто давно не учитывает на Западе, то, конечно же, будет абсолютно четкая, яркая картина, что русские – это ужасные, страшные люди, жестокие, которые обрекают несчастных украинцев на голодную и холодную смерть. И, понятное дело, это будет вызывать вот в симбиозе с личными историями, вот этими кейсами, то есть будуть находить каких-то жіночок, значить, там, з золотими зубами, які будуть говорити, ось там в мене в селі, подивіться, мої діти, мої матері померли, и все вот это будет, личные кейсы, раскручиваться, и, конечно, это все будет нагнетать в Европе обстановку, то есть будет создаваться определенный фон для того, чтобы вот те все договоренности, которые подписывает Макрон, Мерц, Зеленский о том, что нужно сформировать определенный кулак военный и противостоять этим ужасным загарбникам русским, значит, вот в этой вот ужасной гуманитарной катастрофе и войне, потому что вот посмотрите, они же уже разгулялись до такой степени, что, значит, с ними нужно воевать. И понятное дело, что простой народ, который будет со всех утюгов слушать об этих трагедиях, плюс он будет среди соседей видеть вот этих теток, дядек, значит, и прочих пострадавших, они будут принимать самостоятельно решение о том, что когда объявят, скажем так, набор в определенные войска гуманитарные, которые должны будут войти на территорию Украины и занять свои позиции, чтобы защищать украинский народ. То есть большинство людей будут полностью уверены в том, что они действительно совершают гуманитарный поход что по защищать? спасению украинского народа. Ну вот смотрите, то есть логика понятна на самом деле вот этого крика. Там, например, Сибига кричит о том, что, смотрите, это очень близко к границе Европы.
и на этом строят свои посылы МИД украинский. Ну, тут тоже такой парадокс, понимаете? Вот я вот смотрю на заявление МИД, все ожидаемо, нет никаких каких-то ходов специфических. Вот есть, например, две воюющие страны, МИД Украины и МИД России. Сегодня МИД России заявил, что 2 российских граждан принято решение, то есть они попросили, американцы отпускают, которых задержали на российском танкере теневого флота. Ну вот, отпустят домой. 20 из этих захваченного танкера украинцы. Сообщение такое какое-то странное от МИД Украины, что мы там проверяем эту информацию. Судно, оно с Крыма, граждане украинские, понятно, что это моряки, да, вполне возможно крымчане, но до путя никто не рассказывает, хотя уже списки публикуют. Внимание, не украинский МИД публикует списки, имена и фамилии украинских граждан, которых задержали во время этой, скажем так, перехвата этого судна, да? А публикует, например, Шарий, да? Вот тоже вот такая интересная история, вот лично для меня. То есть, причем это же не сколько там честь, понятно, честь и хвала Шарию, да, что хоть люди увидели, да, кто, потому что семьи моряков там находятся дома, да, и думают, а кто же там на этом судне? Там грузины, 2 россиян и 20 украинцев, большинство украинцев. То есть непонятно вообще, а где семьи? Они на неподконтрольной Украине территории или подконтрольной? То есть тут как бы тоже надо разбираться, да, а это моряки, они же как обычно, уходят далеко и причем надолго. То есть моряк, ты слишком долго плавал, называется, да, они могут переживать и революции, и какие-то смены, и все на свете, пока ходят ну, морем, да, океаном тем более. То есть ну, Сибига вот так себя ведет. Хотя, казалось бы, мы же должны украинских граждан защищать. А кажется, они защищают что-то другое в этом ключе. Я почему так вклинился и задаю вопрос, так а что защищать? Вот Нью-Йорк Таймс пишет о том, что одному из друзей Трампа, бизнесмену, передали литиевое месторождение. Ну вот все нормально. А вот это вот газовое хранилище, которое было атаковано, а его часом не сплавили в рамках секретных пунктов какой-то из сделок, то ли британской, то ли американской? То есть это что? И, собственно, что, как бы, в чем ущерб, понимаете? То есть в чем ущерб людям? Да, это беспрецедентно, да, это новый этап. От Орешника защиты нет. 15 минут за 1500 километров, 15 минут. Там 10 тысяч, 13 тысяч я встречал скорость километров в час. Это смертоносное оружие. Безуглая пишет Орешник «ганьба», понимаете? Но это новый фактор, это новая реальность, новая действительность в этой воздушной войне. И все должны это принимать. Но что будут защищать вот эти войска, о которых вы говорите? BlackRock, который повысит украинцам зарплату, даст рабочие места. То есть такое ощущение, что людей потеряли в этом всем раскладе. Сейчас какое-то странное противостояние элит, и вообще непонятно, кто за кого. Так а кто за кого, Снежана, как вы видите? Смотрите, давайте разделим ваш вопрос на 2 части. Я сначала выскажу свое мнение относительно моряков. На самом деле, вот эти моряки, которые долго плавали, они, по сути, еще живут в парадигме вот советского мышления. То есть грузины, украинцы, русские, какая разница? Они моряки, то есть они люди мира. Они профессионалы своего дела. Там, где им дают контракты, на самом деле не так-то просто получить контракты моряку. Для этого люди платят взятки, чтобы их взяли на какой-то там корабль, и чтобы они получили вот этот контракт. И по большому счету люди просто зарабатывали деньги своей профессией. Но пока они плавали, в мире произошли такие кардинальные изменения, что 2 страны, 1 народ, который когда-то был единым целым, вдруг начали, значит, расходиться, как в море корабли. Вы знаете, уже, скажем так, и пример подходящий. И получается, что вот эти 20 украинских граждан, которые оказались на российском корабле под русским флагом, они на сегодняшний день в рамках вот этой парадигмы, которую нам продвигают, когда, например, там
находят российские паспорта, например, у Труханова или у каких-то патриархов Украинской Православной Церкви, их изгоняют из страны, лишают их должностей и, соответственно, их, ну, скажем так, придают обструкции, остракизму и чуть ли не лишают гражданства. То есть, получается, вот эти 20 моряков, которые просто зарабатывали деньги своей профессией, они сейчас кто? Изменники Родины? Если они оказались под российским флагом на корабле, который, значит, находится где-то там в морях Мирового океана. Это, кстати, То очень есть, хороший вопрос. Вот хорошо, что вы здесь остановились и заострили. А кто они? А кто такой гражданин Украины? Я вот масштабирую и еще больше обострю. Потому что вот когда, это мы, может, дальше поговорим про выборы, да, как там Россия предлагает, давайте на территории неподконтрольной украинской, на территории России и Беларуси, пускай граждане Украины голосуют, да, Зеленский это отметает, отвергает. А вот моряки, это кто? Ну, то есть... а мы с вами, Саша, кто? Нас вот под санкции отправили. Меня еще с моими 3 малолетними детьми. Мы кто? Вот у нас украинские паспорта. На нас наложили санкции. Моим детям паспорта вообще не продлили. Ни за что, ни про что. Мы вообще кто? Вот Сибига – этот человек, который занимает позицию министра иностранных дел. То есть, по сути, Министерство иностранных дел – это орган государственный, если мы считаем, что Украина государство, который должен действовать в рамках государственных законов. А основной закон государства – это Конституция. А Конституция у нас на паузе. А Конституционный суд у нас разгромлен. А Сибига, которого назначил Зеленский, который уже давно является нелегитимным президентом, и коррупционный его орган власти полностью ему подконтрольный. И мы это знаем благодаря НАБУ, что он платит за решение, значит, и за кнопкодавство, за то, чтобы законы принимались, он платит непосредственно бабки из своего кармана вот этим вот обезьянам, которые ходят в Верховную Раду и которые продлевают и еще продлевают военное положение, потому что ему так выгодно. Так в конечном итоге это сказка про белого бычка, понимаете, Саша? Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Вот лесенка кончается, сейчас я упаду, и дальше мы начинаем по новой. То есть кто мы вообще все? Мы в Украине все кто? Какие у нас права? Зачем нам нужен этот паспорт? Что он нам дает? Вот сейчас говорят о том, что Федоров пришел на должность министра обороны для того, чтобы взять полностью под контроль и, как говорится, схватить за горло вот этих всех границу 18-22-летних. Вот совсем недавно. То есть их сначала выпустили, как обезьянок, они побежали. Все, естественно, скажем так, где они находятся, их пересчитали поголовно. Они все находятся под каким определенным адресам. Они привязаны к каким-то определенным, ну, скажем так, социальным выплатам. А дальше в Европе, вот под предлогом того, что ужасные русские, украинцы, мы же вас будем защищать, но вы же сами должны сначала начать себя защищать. Уже ж Мерц подготовил эту почву. Дальше в Европе создаются такие же ТЦК, только из европейцев, которые отлавливают всех украинцев и отправляют их воевать. И кто они, кто? Что они будут кричать? Они будут кричать: спасите, помогите, мы, украинские граждане. Мы что, не знаем, что за эти 4 года войны все украинские граждане, которые обращались за помощью к украинским органам власти на территории других государств, не получали этой помощи? Они получали только по мозгам. Они не получали свои документы, когда консульствам дали задание просто по беспределу не выдавать людям документы, они не выдавали людям уже готовые документы, потому что им дали такую инструкцию. А сейчас им дадут какую-то другую инструкцию. Мы что, не знаем, что женщины, которые со своими детьми отправились вот в это вынужденное беженство, и когда у них детей отбирали вот эти ювенальные полиции,
они приходили в украинское консульство и просили защиты и помощи для себя и своих малолетних детей, они не получали этой помощи от консульства. Они шли потом в русское посольство и просили, чтобы русские защитили их и их детей. Так что вообще может сказать Сибига? Что может он сказать? Он что, как министр, хоть какие-то имеет права? Он может хоть какое-то решение принять самостоятельное, которое может помочь хоть одному украинскому гражданину? То есть вот эти 20 этих самых моряков не защищены. Все люди, которые находятся за пределами страны, не защищены. То есть они сейчас рассчитывают больше на документы, которые им выдают другие государства, возглавляемые Зеленским, который в теплой Европе. У него нет проблем со светом и с газом. Ему на голову орешник не прилетает, потому что русское государство, которое воюет якобы с нацистским режимом, в самом начале этого конфликта дает гарантии безопасности непосредственно Владимиру Александровичу Зеленскому Ну, то и есть вы его думаете, Снежана, что семье. этот, скажем так, пакт там о голубой и красной крови, он сейчас не изменился? Да, я считаю, что ему абсолютно ничего не угрожает. Более того, мы видим, что он воспрял духом. Вот обратите внимание на реакцию Зеленского, когда у него спросили относительно похищения Дональдом Фредовичем президента Венесуэлы Мадуро. Что сказал Зеленский? Он сказал радостно, с улыбкой. То есть если до этого у него были какие-то такие мины, значит, недовольства или какой-то растерянности или там сосредоточенности, то здесь мы прямо ощутили, увидели какое-то такое духоподъемное настроение, когда он сказал, что ну понятное дело, теперь-то Трамп и американцы знают, что им надо делать и дальше. Более того, потом тут же Зеленский отправляется в Париж на объятия очередные, значит, со своим любимым, возлюбленным Макроном и его спутником жизни. И оттуда, из Парижа, он сообщает украинским гражданам, что они должны быть готовы к массированным ударам по территории Украины. До этого, как мы помним, Зеленский устраивает экстракшн для всех своих подельников. Миндич с миллиардами выезжает беспрепятственно. Жирный, значит, вот этот Корявченко уезжает беспрепятственно. Я думаю, что еще какое-то количество людей, которые сидели в СИЗО, потом срочно были выкуплены, значит, за бешеные какие-то миллионы, и след их растворился во времени и в пространстве. Где Гринчук, где вот эти все, которые, значит, были замешаны в этих всех коррупционных скандалах, то есть они где-то, непонятно где. Где Ермак, мы не знаем вообще, и как он перемещается во времени и в пространстве, дипломатической почтой, на дипломатических самолетах Зеленского. То есть все кибернизировались, то есть все покинули территорию там, где может быть на сегодняшний день опасно. И Зеленский радостно сообщает о том, что а вы, друзья, держитесь, как говорится. То есть он полностью вывел из-под удара уже давно, он год уже как минимум этим занимается, даже больше. Вывел из-под удара всех своих подельников, которые многолетние его партнеры, братья Шефиры и прочие. За последнее время ушли его кошельки, как говорится, из-под юрисдикции. Дальше он дал возможность разбежаться всем своим подельникам, которые 4 года деребанили бабло американское. И привел Буданова, который останется на этой территории и со свойственным ему холоднокровием начнет устанавливать жесткой рукой концлагерные условия в режиме, когда люди полностью окажутся вот в этом состоянии дезориентации, без света, без интернета, без власти, без денег, под ударами
И, по сути, это будет повод к гражданской войне, потому что люди будут, друг другу в горло вот так вот вцепляться, потому что они будут недовольны всем, что происходит, они будут замерзать, умирать, у них не будет воды, света, тепла, ничего не будет. И, конечно же, первым, кто будет виноват, это ближайший, кто, как говорится, тебе под руку попался. И, конечно, это будет, скажем так, очередная эскалация внутренних проблем и гражданской войны с учетом того, что огромное количество людей с ПТЦРами потеряли родственников, близких, очень много оружия на территории. И под этим предлогом Буданов призовет, значит, наших западных партнеров войти и навести порядок. То есть это план. Этот план, он воплощается в жизнь. Когда вот некоторые спикеры говорят: боже, да что там тот Зеленский подписывал, херня все это, смешно, только бумагу марать. А на самом деле там собираются начальники штабов, они разрабатывают планы по заходу, где кто станет, в каких местах. То есть план оккупации Украины, он по сути уже, как говорится, на картах. И вот эти все удары по инфраструктуре, это еще дополнительный, скажем так, фактор, который будет оправданием в средствах массовой информации для остальных народов, почему, собственно, это происходит. Ну, тут Приходят миротворцы наводить порядок в зоне гуманитарной катастрофы, которую устроили русские, ужасные и страшные, невменяемые. И, конечно же, там же выскочить где-нибудь Віктор Ющенко, який зі своєю мантрою скаже, що поки існує хоча б один москаль в цьому світі, нікому нам, оце європейським добрим людям, не буде щастя і життя, тому треба готуватися. Портніков уже теж сказав, що Україна – це країна-фортеця. Треба всім готуватися, значить, до війни великої з цими росіянцями. Вот, собственно, все, что они делают. Смотрите, ну вы же тоже понимаете, ну какая большая война? Ну какая, а сейчас какая? Ну тоже, да, вот если так разобраться. А сейчас какая? Сейчас небольшая получается. И, понимаете, на фоне этой гуманитарной катастрофы все как бы вы, возможно, где-то как бы гиперболизируете, однако, ну простите, да, хоть Мерц и говорит о том, что мы должны у россиян спросить, если они согласятся, тогда мы войдем войсками, да, вот. Но гуманитарная катастрофа, она вот прямо сейчас настигла. Кличко сообщает о том, что 6 тысяч многоквартирных домов, около половины многоквартирных домов без отопления, сейчас там что-то предпринимают, пытаются делать. Нардеп Кучеренко от Батькивщины, который занимается, ну, в общем, коммунальной сферой, всю жизнь занимался, да, бывший в министерстве работал в свое время. Он вообще говорит, что коммунальщики получили команду сливать батареи. То есть мороз, зима, для того, чтобы не полопались трубы, да, вода не замерзла, сливать батареи. Это на самом деле очень серьезный показатель того, что потом попробуй наполнить эти системы в этих 6 тысячах киевских многоквартирных домах. И действительно это будет, ну вот прям катастрофа. Не будет, Саша, это уже есть катастрофа. Мы уже видим результаты этого. Мы уже видели на примере Днепра, где Филатов сказал, что, оказывается, ухылянты слишком много жрут, заказывают все, и мусор некому вывозить. А Филатов не спросил сам у себя, когда бушевали ТЦКшники, и всех мужиков на убой отправляли, вне зависимости от того, какой профессией простой, инженерной или там сантехнической обладают эти мужики. Когда их хватали и как мясо отправляли под ружье, ломали им руки, разбивали им носы, убивали их в прямом смысле слова, они спрашивали у них в этот момент: простите, может быть, вы коммунальщик? Может быть, вы самый лучший в мире сантехник? Может, вы хорошо разбираетесь в этих системах, как слить из многоквартирного дома водичку из батарей, а как потом ее
ее возможно опять наполнить, или, возможно, они спрашивали у этих людей, что эти люди думают, исходя из своих инженерных, скажем так, знаний, как вообще дальше будет жить многоквартирный дом, в котором нет воды, не просто в батареях, а в сральниках нет воды, как люди будут справлять свою нужду. То есть они в 20-градусный мороз все будут выходить дружно без лифтов с 15-го этажа на улочку какать и писать. Детей будут выносить новорожденных, стариков лежачих они будут выносить, инвалидов, которые в инвалидных колясках они будут выносить. Вот этих вот инвалидов, вновь приобретенных с оторванными руками и ногами, которые захищали країну мрій, они будут выносить. Ну, то есть вот эти все люди, и Кличко в том числе, который сейчас с камерами наперевес побежит и будет изображать спасителя города Києва, практично архангела Михаила, захисника киян, призрака оперы, понимаете? Он будет рассказывать про трагедию, а Кличко, как мэр города, он осознавал последствия тех действий, которые центральная власть запускала, а киевские власти поддерживали, когда мужиков отправляли на убой. Вот просто интересно. То есть когда они вели войну нещадную, когда они хохотали, глумились, кричали, що будемо воювати, розказували про потужність, потужні розпотужники, потужний Єрмак потужно нам розказував, що як ми потужимося і все буде потужно, понимаете? То есть вот эти все рты, которые вот это все крякали постоянно, все время вызывая эту агрессию и эскалацию, они вообще думали, что рано или поздно вот может прийти к такому. Вот вы говорите, Саша, что а разве это не война? Да, это война, но всегда есть еще один шаг к эскалации. Если послушать, например, русских спикеров некоторых, например, такого господина по фамилии Караганов, который вообще на голубом глазу жестко, цинично и холодно давно сообщает о том, что с мировыми, значит, партнерами, которые не хотят учитывать мнение России, нужно идти на ядерную эскалацию без оглядки. То есть это сейчас только Орешник прилетел без боевой части, а может прилететь Орешник с боевой частью. И, в принципе, вот этот вот диалог, понимаете, вот этих мужчин с яйцами, понимаете, они отважные сидят и, значит, вот так вот смело говорят, что вы нас не возьмете, но они все сидят потом, если что, в бункерах, в теплых замках, за пределами поля боя. А на поле боя погибают старики, женщины, дети, разрушаются города, инфраструктуры. Украина падает в 16, 15, 14, 13, 12, 0,0. Каменный век. Но, вы знаете, Саша, вот когда вы мне задаете вопрос, что я думаю по этому поводу? А я вот и думаю, что все-таки это мировой еврейский заговор с целью установки нового мирового порядка, который будет заключаться в полном рабстве народов, которыми будут управлять элиты, которые будут полностью оторваны от народов и которые не будут ассоциировать себя с этими народами. И у меня даже есть доказательства того, что все те люди, которые якобы ведут переговоры друг с другом, они все друг с другом каким-то образом связаны. Трамп и еврейское лобби, которое в Сенате продвигает все, что необходимо, например, тому же Нетаньяху, который с помощью поддержки американского оружия занимается геноцидом этих несчастных палестинцев.
Трамп, который с помощью еврейского лобби и представителей этого богоизбранного народа, стоя в своем самолетике, Линдси Грэм радостно, они хохочут над Гренландией, которая еще одну упряжку собак себе купила в целях защиты от американского оружия. Трамп, который встречается с Путиным, и они проговаривают дух Анкориджа. И дух этот Анкориджа, господин Дмитриев, тоже представитель этого богоизбранного народа, пытается воплотить в жизнь с товарищем Виткофом и Кушнером. Кушнер вообще является представителем определенной, скажем так, религиозной общины. И вот эти все люди, вместе взятые, дают гарантии безопасности еврею Зеленскому, который вместе со своим еврейским окружением занимается тем, что погружает Украину в каменный век. То есть во всех точках, где сейчас происходят конфликты военные, так или иначе за кулисой стоит группа товарищей определенной, скажем так, принадлежности. Но при этом одни изображают из себя крипторусских, другие изображают криптоукраинцев, я имею в виду там Дмитриева или там Зеленского, или вот этих, кого Зеленский отправил на эту тусовку в Париже. Как вообще замечательно. Помните, такая хорошая картинка, они такие радостные, хорошо одетые, там, значит, приборы столовые прямо аж нормально, кто-то работает, что-то кушуняет. И такой Уитков, и он, значит, с Умеровым, и с Арахамией, тоже совсем не евреем, значит, и с Будановым что-то радостно обсуждают. А потом выясняется, что и Дмитриев там был, и они там что-то порешали, понимаете? А вот эти все отвлекающие маневры с Мадуро, и с вот этими всеми заявлениями Трампа, с его выступлениями в стиле стендапа 95-го квартала, это все отвлекающий маневр. То есть люди не учитываются здесь. Как они будут выгребать в своих собственных фекалиях, выживать в этом 20-градусном морозе, и как будут у них на руках умирать дети и старики, и они будут получать от государства сосательные конфетки вместо своего кормильца, отца, который мог бы быть жив, работать, зарабатывать честным трудом и приносить не сосательные, а шоколадные конфетки собственному ребенку. Но теперь у детей нет отцов. У них есть матери, которые погружены вот в это безумие, и все, что они могут, это что? Воспитывать своих детей в этой лютой ненависти к русским, потому что все средства массовой информации, как мы знаем, тоже принадлежат Соросу, Мердоку и прочим господам, богоизбранным, как говорится, под чутким руководством богоизбранного короля Карла, обрезанного вместе со всеми своими детьми, которые воюют, безусловно, с Россией по заветам Бжезинского. На руинах России, за счет России и против России. Вот, собственно, то, что они делают, и они не останавливаются. Понимаете, Снежана, это все, конечно, действительно смахивает на какой-то глобальный заговор, исходя из того, что Трамп как себя сейчас ведет. Ну, то есть в Венесуэле, а чего? В Венесуэле можно повоевать. Чего не повоевать в Венесуэле? На Кубе тоже, На кстати, Кубе. можно. Мексику, говорит, будем боевые действия, если что, проводить. И там гренландцы, конечно, обещают им пока ишака с золотом от 10 до 100 тысяч, как бы на нос каждому, да, чтобы они стали американцами. Ну, там датчане хорохорятся, если что, будем открывать огонь. То есть Трамп сейчас задал моду, ну или продолжил, или реализует вот эту какую-то программу. Программу как раз-таки абсолютного передела мира. Абсолютно передела понятий. Ну, когда выходят там представители, официальные лица американские, говорят, международное право для слабаков, то на что тогда рассчитывать Украине?
Вот это вы вспоминали Зеленского, который там радовался, что Мадуро поймали, так он же пошел дальше, он предлагает, давайте Кадырова украдем, и тогда Путин сговорчивее будет. Это же феноменальное предложение. Просто мало кто осознает, что разбитому, уничтоженному обществу, государству, ну не знаю, стране очень и очень сложно будет в этом, ну, скажем так, новом мировом порядке. Это пока мы не видим Китая, который как бы не включается полноценно в игру за свои интересы. Это мы пока не видим Индию, а их там, простите, полпланеты, только Китай и Индия. Ну так, если навскидку, да, по населению. Мы сейчас там наблюдаем, в Сирии опять возвращается война. Что-то как-то молчит миротворец Трамп про Сирию, где правительственные там с курдами стреляются и перестрелки. Зато он Ирану много внимания уделяет. Говорит, мы поддержим протесты, мы там старлинки запускаем, их пытаются глушить иранцы. Ну, то есть конкретно Трамп пошел по пути такого жесткого беспредела. И, кажется, ну, никто его не может остановить. Так потому что это война, Саша. Они переименовали свое Министерство обороны в Министерство войны. Это же о чем-то говорит. Ну, то есть можно, конечно, делать вид, что мы ничего не понимаем, ничего не видим, не слышим и ничего никому не скажем. Но если уж мы выходим и о чем-то говорим, то, в принципе, имеет смысл людям говорить правду, что это план, который вырабатывался десятилетиями, наверное. Ну, то есть это продолжение разрушения сначала Российской империи, потом Советского Союза, а сейчас фрагментации России. То есть они же прямо говорят, что наша цель – это фрагментировать Россию на маленькие государства. Точно так же то, что они сделали с Югославией, балканизация Югославии и расчленение ее на маленькие государства, которые не могут противостоять никому. То есть с ними можно сделать все, что угодно, потому что, по большому счету, они разрознены, между ними нет, ну, скажем так, единого центра, который может управлять этими людьми. И, соответственно, их по одному легко и непринужденно можно, как говорится, к чему хочешь склонять насильственным путем, потому что они не могут противостоять. И Трамп демонстрирует свою силу. То есть это Рим, понимаете? Это императорский Рим. Это центр мира, Трамп император. И он ведет себя как император. То есть он уже не стесняется, выбирая выражения. Вот эти его странные гримасы, которые он устраивал, да, и все начали говорить, типа, что это с Трампом, он что, приболел, что ли? На самом деле нет, это кураж, это головокружение от успехов. Он почувствовал, что начинает срабатывать. Его окружение ему аплодирует, они его подзадоривают, понимаете, они ему подбрасывают как бы вот эти «класс, посмотри, Трамп, ты такой отважный, посмотри, мы идем, мы типа всем покажем, мы чисто голливудская тусовка, мы типа чуваки, мы парни, у нас яйца». И он прямо чувствует среди вот этой молодежи, вот этой вот жестокой, алчной молодежи, которая хочет славы, денег, власти, вот эти Рубио, Венс, они сейчас стоят за спиной у Трампа, они толкают старика, как говорится, дурака, чтобы он на старости лет насладился вот этим мировым, как говорится, господством, что все, что я не захочу, вот то я и получу. Он же на полном серьезе говорит, что Моди хороший человек, он хочет сделать меня счастливым. Я был несчастным, а он хочет сделать меня счастливым. То есть он на полном серьезе сообщает, что весь мир мечтает мне подарить какой-нибудь золотой слиток, отдать мне свою венесуэльскую нефть, хочет сделать меня счастливым. Ну, то есть это же у него не просто так поворот в мозгах случился, а потому что его окружение ему отзеркаливает такую картину мира. Он находится вот в таком вот пузыре, понимаешь, на полном серьезе. Но когда Трампа месяца через 3 или 4 соберется толпа
и будет заговор, внутренний фронт, да, а она уже формируется. Уже в Конгрессе сказали, что это ты, Трамп, начинаешь войну по собственному усмотрению. У нас тут нет королей, вообще-то это республика, на секундочку, и только Конгресс должен давать, значит, разрешение на ведение боевых действий. Поэтому они начинают постепенно формировать другое общественное мнение, что Трамп сошел с ума, посмотрите, что он творит, как он говорит, посмотрите на его руки, у него проблемы со здоровьем, сбитые циркадные циклы, у него деменция, старик сошел с ума. И дальше они, вот все то, что уже будет сделано, начата война в Иране, и Нетаньяху это делает абсолютно спокойно. Начата война и устроена вот это вот коллапс и гуманитарная катастрофа на Западной Украине, поближе к европейским государствам, чтобы они почувствовали вот этот запах гари, чтобы им уже были поводы сказать, вот смотрите, вот так вот они орешник на газохранилище прислали, и точно так же они в Жешув пришлют, а потом на эту самую Варшаву отправят, а потом и туда дальше. Короче говоря, посмотрите на этих русских, давайте быстро под ружье становимся, потому что скоро-скоро надо будет с ними воевать. Вот это все уже будет сделано. И когда Трамп отойдет от дел, неважно кто, Рубио или Венс, они будут рулить уже этими созданными конфликтами. И уже ничего назад не отмотаешь. И фарш назад не провернешь. И то, что Украина была еще до последнего времени относительно современным государством, у которого был свет, интернет и работали системы, инфраструктура, и вода поднималась насосами, как говорится, в многоквартирные дома, это уже назад не вернешь, Саша. Вот люди и будут прозябать вот в этих разрушенных городах, в жопе мира, ненавидеть все вообще, русских. Они не только книги будут сжигать русские, они будут язык вырывать у себя изо рта в состоянии психического, скажем так, измененного сознания. Потому что они на русском Не языке говорят. получается же. Ну вот не получается. Все равно, понимаете, в чем дело? Есть такое выражение, я его не очень люблю, конечно, но оно есть. Там гены пальцем не раздавишь, вот эти вещи, да, там от осинки там, в общем, не родятся апельсинки, вот эти Это все потом, вещи. Саша, Нет, это уже потом. сейчас. Ну вот смотрите, история, за которой следила вся страна, да, соцсети, там Threads или Facebook, короче, ну, вот эти метовские, да, вот, там же они пасутся все вот эти потужные, да, потужники, когда итальянец не въехал в Украину. Это же потрясающая история. Это нам история, которая нам говорит о нас же самих. То есть она о людях, то, значит, все, то есть победа, празднуем. Поругались они там в автобусе, который из Италии шел в Украину. Потом немножко так как бы навели резкость. А это там Рокко, ну уже тоже не молодой как бы парень, да, вот он там Путина любит. Поругался в этом автобусе, поругался там со своей спутницей. Короче, он, оказывается, ехал жениться в Украину, итальянец. Но он же как думал? Я еду, я свободный человек, я могу говорить все, что хочу. Ну, надыбал другую девчулю. Она записывала там себя, записывала его, фотографировала, говорит, я вот лягу здесь, но ты не въедешь. Он не въехал. Проходит несколько дней, посмотрели на нее, уже даже напечатали там типа мерч, там я лягу, ты не въедешь, ух. Короче, пес-патрон номер 2. То есть все так... А потом пригляделись к ее соцсетям. Она там под русские треки чего-то выкаблучивается. Да и сама такая, и подписана на многих русских. Она потом закрыла эту страницу, все-все-все. Но как бы быстрая популярность дала такой быстрый, ну скажем, отрезвляющий эффект. И вот эти кричащие, как там языковой омбудсмен, например, да, которая говорит о том, что нельзя говорить по-русски, вообще надо наказывать. Homo sapiens выбирают украинские, а те, кто не... Ты видела лицо этой Homo sapiens? Нет, я видел ее дочь, которая тоже спокойно, скажем так, да, без всякого. То есть мы понимаем, что это неприродно.
И в такие, наверное, моменты, сегодня мы с вами много этому уделили, там, цивилизационной катастрофы, имеется в виду, когда как бы в туалет ходить некуда, когда холодно, когда голодно, когда вообще, ну, ужас, что Зеленский дякует коммунальникам, МЧСникам, ДСНСникам. Ты, наверное, больше понимаешь, кто ты на самом деле. Я вчера в прямом эфире в шуме показывал, ну вот опять, мы с вами вот про политику, но все равно это дух времени, понимаете? Вот ситуация же катастрофа, да, на самом деле очень тяжелая. В Запорожье там не так сильно, в Днепре хуже. Но сейчас после Орешника, сейчас Киев тоже отбомбили. Сидят эти депутатики, Железняк, Гончаренко, Гетманцев вообще выходит у свитере из кабинета и говорит, вот, нет отопления, нет воды в Верховной Раде. Да, так, мол, мы такие же, как и вы, мы вот люди, да, вот у нас нет, работать тяжело, но мы там работаем, мы депутаты. Но с другой-то стороны, вот посмотрите, с другой стороны, в момент, в шуме показывал я, в этот момент люди, которые из других сфер, ну вот как вы же не политолог, вы актриса, вы там, да, вот, вы за общество отвечаете, да, то есть, и вот обществу нам доктор Комаровский рассказывает, что не надо мыться каждый день, это вредно для здоровья. Например, да, с Гордоном нарядились и сидят там чего-то Тоже там, два еврея. тоже там Саш, начинают... нужно учесть, понимаете? Два еврея, Комаровский и Гордон, и Олеся Прибасман. Они всегда на стороне мирового сионизма. Все, что бы ни сделали их соплеменники, они всегда этому аплодируют. Потому что они знают, из чьей руки они кормятся. А нам, украинцам и русским, что при этом всем делать? Друг другу в горло вцепляться. То есть мы должны свой собственный язык забыть, мы должны друг на друга, как говорится, идти с ружьем, смотреть друг на друга через прицел автомата. Ну вот, об этом-то и речь, понимаете? Доктор Комаровский, он кто? Он по паспорту украинец, а по, скажем так, своему духу это богоизбранный человек, понимаете? И у него даже в эти тяжелые времена не все так плохо, как у всех остальных. Потому что на Украине создан определенный режим сегрегации. Есть привилегированные бараки. Вообще есть люди, у которых вообще все прекрасно, понимаете? Они вон ходят на тусовки, у них какие-то презентации, они в костюмах, нарядах, в платьях, они что-то какие-то награды друг другу раздают, клипы какие-то снимают, видосы выкладывают вообще, танцуют, веселятся, и они все тоже находятся на территории Украины. У них нет никакой гуманитарной катастрофы. Они только лишь, когда им дается команда ФАС, и по списку, значит, их подбирают, вот этих так называемых инфлюенсеров и opinion-лидеров, они открывают свои рты, слезами обливаются и рассказывают, как нас пришли вбивать. А потом они вытирают эти слезы и спокойно продолжают жить, как говорится, в привычном им режиме. Потому что они не живут в многоквартирных домах, у них есть свои какие-то поместья, имения, у них есть генераторы, у них есть собственные скважины, из которых они воду поднимают. И, соответственно, они эти тяжелые времена совершенно по-другому переживают. Более того, у них есть бабки, доход, благодаря которому они могут за любые деньги пойти и купить себе продукты или там сделать какую-то закупку там долгосрочную. То есть у них все не так плохо. Мало того, у них есть документы, они спокойно пересекают границу, спокойно. Леха Гончаренко накануне новогодних праздников отлично проводил время в Лондоне, в лондонском, значит, метрополитене, и он смотрел волшебную флейту, понимаешь? Он сидел и наслаждался музыкой. Он призывного возраста. Сказано было, что депутаты никто никуда, ни при каких обстоятельствах, пока идет война. Леха поехал и вернулся. Недавно в Лондоне был замечен Алексей Резников, который там гуляет вообще, наверное, какие-то тоже свои вопросы решают. Они все нормально.
им все хорошо, они так могут воевать еще лет 100, понимаешь? Потому что ни их родственники, ни их дети, ни их жены, ни их любовницы, никто не в окопе, никто не сидит в многоквартирном доме и не думает, куда им посрать, понимаешь? И как ребенка накормить или воду нагреть для того, чтобы младенца помыть, если такой существует еще в Украине младенец. Или старика там, например, с 15-го этажа спустить, чтобы на, там, не знаю, куда там, в больницу отправить. Они не думают об этом. В том-то все и дело, Саша, что это все касается народов. Это все касается народа, простого люда. Я об этом и говорю, что этот мировой порядок, он разделяет вообще вот так вот. Здесь они миллионеры, миллиардеры, которые летят на самолетике в Париж. Они там обнимаются, едят лобстеров, решают судьбы мира, ведут войну, делают заявления. Ленки покупают Зеленской за 450 тысяч евро сумочку, трусы кружевные. И вообще неплохо себя чувствуют. А есть вот эти народы. Украинский, польский народ, венгерский, там, я не знаю какой, литовский, латышский там, и немецкий. Их вообще, ну, вот эти прекрасные времена, они, как говорится, не застанут, потому что они должны воевать. Задача вот этого мирового заговора, чтобы все воевали со всеми. Это касается народов, простых людей. Нас с вами, Саша, нас с вами это коснулось. Как бы там ни было, мы все равно представители народа. Мы все равно не сидим на прикупе, мы, как говорится, не деребаним бюджеты, мы не распихиваем по карманам миллиарды, мы не на потоках, понимаете, у нас нету нефтяных наливных танкеров, у нас нету бизнеса, у нас нету приисков, у нас нету никакого ничего, понимаете, что может нас отнести к вот этим вот белым людям, богоизбранным. Мы просто людишки, нам просто взяли вот так вот, отменили гражданские права. И мы не можем, например, перемещаться, мои дети не могут никуда уехать из страны, в которой они на тот момент уже находились, потому что у них нет паспортов. И им просто их не продлевают по беспределу, вот так вот, потому что мы так хотим. И таких людей сотни, тысячи и миллионы. И эта война не заканчивается. Вы спрашивали, где Ермак? Выходит Червинский и рассказывает, где Ермак. Значит, позволю себе зацитировать, потому что это потрясающе на самом деле. Ермак никуда не собирается бежать, он продолжает управлять страной. Ермак пошел на службу, он сегодня воюет. Он в службе внешней разведки. Да, зачислился в штат, то есть вызвали руководителя кадров, добавлю концентраторской информации. Ермак и Иващенко выпили по 2 чашки кофе. Была поставлена задача завести Ермака в штат СВР под определенными данными. Ну, офицер суперсекретный, который выполняет суперсекретные поручения, только не знаю чьи, возможно, российские. Это заявление Червинского, я процитировал. То есть, понимаете, все как бы нормально, все хорошо. Вопрос только, ну, что делать с этим? Они же так и выборы проведут. Вы же видите, как все хорошо. Да, В феврале конечно. месяце законодательство обещает Зеленский, и все такие настроены уже, да, выборы, а почему нет? Давайте проведем, снимем вопросы по-быстренькому, да, с этой легитимностью, и дальше будем уже как, ну, легитимные правители править. Сунулся, было же дело, Залужный, но ему быстро сказали, не-не-не, не время, и начал там паспортные документы открывать, сервис-центр в Лондоне, то есть занялся своим непосредственным делом, причем так пишет, мы долго к этому шли, это так было тяжело, да елки-палки, так тяжело в Лондоне открыть сервисный центр, когда ты посол в Лондоне. То есть в сторону Він Буданов... же не володіє англійською, тому йому було складно. Наверное, Буданов как бы занимается... Ну, правы были все-таки аналитики, что его как бы приблизили для того, чтобы нейтрализировать, то есть это политическая смерть, и его там приговорили политически, он будет заниматься очень важными делами, по А переговорам может быть, ездить. купили, Саша, просто купили. Сказали, слушай, как тебе там, как его там, Кирилл, Кирилл Кирилл, что ты Александрович, вот да. это паришься?
вот это вот воюешь. Мы тебе объясняем, все уже решено, все планы написаны, надо просто выполнять. Тебе шо, хочется вот этой жизнью рисковать и вот это постоянно быть под обстрелом? Зачем оно тебе надо? У тебя молодая жена. Зачем вот эти вот страсти, эти риски? Вот тебе бабло, давай поближе к нам, тихонечко сиди себе и не давай людишкам ложной надежды. И сам их тоже особо, как Не говорится, питай, не да. испытывай, да. И все, и он прекрасно сказал, подумал, а что, я попру против вот этой вот огромной вообще силушки? Да ладно, что это я, дурак, что ли? Так а Надо жить. что она из себя представляет, эта силушка, понимаете? Вот тоже вопрос. Мировой еврейский заговор. Это, Саша, не просто так. Они устроили революцию в России, снесли царя. Они идут к мировому господству. Их задача создать мировое правительство, взять под контроль все мировые ресурсы, включая воду и воздух, и управлять народами, как стадами глупых гоев. Мы и есть эти глупые гои, которые не видим хозяина. Знаешь, есть такая притча, что овцы кричали «волки, волки», а на самом деле больше всего их поедали их хозяева, которые их стригут и режут, когда им нужно. И это, в принципе, это даже не закрытый заговор, это открытый заговор, который Герберт Уэллс описал, который Оруэлл описал в 1984 в «Скотном дворе», который описан неоднократно вот этими всеми мыслителями, которые эти планы выписывают и даже показывают технологии, как вообще управлять этими народами. Я вот недавно в своем стриме специально людям зачитывала коротко, как проводился Стэнфордский тюремный эксперимент господином Зимбардо. И после этого еще несколько фильмов художественных по этому поводу были сняты. Это официальные факты, как университеты специально разрабатывают технологии по управлению сознанием людей. Вот этот Стэнфордский тюремный эксперимент, он чем прекрасен? Он четко показывает, как люди разделяются на надзирателей и заключенных по доброй воле. То есть создаются определенные условия. Вот то, что сейчас происходит на Украине, мы это прямо видим в реальном времени. Как люди, которые еще вчера сидели с нами за партами и ходили с нами по одним улицам, сидели с нами за одним столом, превращаются в надзирателей, полицаев и убийц. А другие становятся жертвами этого террора и ничего с этим не могут поделать. И выстраивается концлагерь. По сути, Украина – это трек, это тест-драйв, который они на мультикультурной стране, где люди говорили на разных языках и были счастливы, никому ничего не мешало вообще, которые ходили в разные церкви и были счастливы, никому ничего не мешало, отмечали и католическое Рождество, и православное Рождество, и все друг к другу в гости ходили, и семьи создавали, и детей рожали, и учились в школе, и все было хорошо. Как можно вот благодаря технологиям информационным и определенным усилиям, которые были приложены со всех сторон, людей разделить и создать гражданский конфликт. Сейчас точно такой же конфликт. Они создают в Венесуэле, они создают в Соединенных Штатах Америки, они создают в Европейском Союзе. Кто во что гораст, как говорится, в зависимости от того, сколько было приложено усилий и насколько много инфильтровано вот этих вот агентов мирового правительства, которые работают на этот результат. А потом в конечном итоге, ну, как бы, мы не имеем права ни Ну, на что. смотрите, чтобы точку поставить в нашем сегодняшнем разговоре, это же настолько очевидно. Вот так, да? Вообще там интервью было о другом, оно было большое, но тем не менее. Когда-то вот там в офисе президента работавший, сейчас министр развития территорий,
дал интервью «Экономической правде», рассказывал, зачем строить или восстанавливать объекты в Изюме, там же война вот уже под боком, да, оно там надо все под землю, там Синегубова тоже там показали, что как бы репортаж, что Харьковская область, да, вот там ходит, денежки как бы выбивает, согласовывают, все, работают, короче, они работают по восстановлению. Но он там сказал фразу, что кладбище объединяет украинцев. Единственное, что осталось – кладбище. Так а что это за народ, который единственное, что объединяет кладбище? Убитый народ. Я когда уехала из Украины во время пандемии с моими детьми в Турцию, хотела там перезимовать, уже 4-й год зимую, я начала писать книгу под названием «Страна троеточие, битого народа». Убитого народа. То есть у меня еще были надежды, что это будет битый, но живой народ. Но судя по тому, как народ увлекся суицидными настроениями и не видит света в конце тоннеля, то это страна убитого народа. Зеленский продал землю. Это была спецоперация по передаче прав собственности на землю от украинского народа, убитого уже, как говорится, новым господам, BlackRock, который придет и будет восстанавливать. Вот сначала закатают в кладбища, которых объединяют все украинцы, всех украинцев, тех, которых себя таковыми считают, вне зависимости на русском, на украинском языке они говорят, молодые они, старые, женщины, мужчины, всех, как вы видите, зачищают подчистую. И мясорубка работает. А дальше придет BlackRock и будет восстанавливать на этой земле царство, государство для богоизбранных, которые будут на этой земле рады и счастливы. Точно так же, как американцы рады и счастливы в своем американском прекрасном высокотехнологичном государстве в граде на холме, который построен на костях индейцев. Вот этого местного населения, этих племен, которых столкнули лбами и которые друг друга убивали, срезали друг другу, значит, вот эти скальпы и радовались тому, что они побеждают своих врагов. Вот точно так же украинцы с русскими и все остальные народы постсоветские друг с другом будут воевать, пока, значит, не останется кто-то один. Это, знаешь, как в этом проекте «Последний герой». Побеждает не самый умный, побеждает не самый сильный, не самый отважный, не самый благородный, не самый-самый прекрасный, который, как кажется наблюдающим, должен был бы победить. Они все по каким-то причинам, именно благодаря тому, что их сильное качество становится их слабостью, они выпадают, а остается на вершине обычно самый тихий, смирный, тот, на кого вообще ты никогда в жизни не подумаешь, потому что он это делает подло, коварно, из-под тишка, потому что их отец дьявол, отец лжи. Потому что в конечном итоге, когда мы будем разбираться в этом всем, на частности обращать внимание, мы придем в конечном итоге к тому, что все эти удары по инфраструктуре или вот эти вот ужасные орешникам, вот сейчас идут праздники, вот эти православные, Рождество, вчера было вот почитание Богоматери. Это все вещи одного порядка. Уничтожается вера, культура, уничтожается человечность. И распинается Иисус Христос. В очередной раз, каждый раз распинается Иисус Христос. И народ, который верит Ему и идет за Ним. А это православные, русские, армяне там и прочее, распинаются вместе с Иисусом Христом. И кровь их на нас и наших детях. Потому что у них другой Бог. Мамонна, они Ему поклоняются, бабки, которые им нужны для того, чтобы управлять людьми. Потому что людишек можно купить за 3 копейки. Потому что доведенные до отчаяния людишки возьмут и ружье, и все, что ты хочешь, и будут и взрывать, и поджигать, потому что им скажут, ну, пойди подожги там какую-нибудь машину, взорви какую-нибудь там установу, потому что мы тебе дадим деньги, чтобы ты своих детей накормил. Вот, собственно, мы в конечном итоге приходим к этому.
Это враг человеческий, и враг человечества искушает людей, каждого по отдельности, и разделяя, властвует их мозгами, и каждый думает, что я в одиночку прорвусь, а на самом деле люди могут прорваться только объединяясь. Но люди предпочитают в ненависти ненавидеть других вместо того, чтобы любить, и объединяться друг с другом, чтобы этому всему противостоять. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша, спасибо, друзья. Бог своих не бросает. Да, берегите себя. Всем добра и света. До скорого.